Опа, зеленый шеф на связи. Новый выпуск, ребята, погнали. Обзор стеллажа гидропоники, с которого все начиналось. Гидро, я его называю. Тот стеллаж, с которого я начал выращивать микрозелень. Новые стеллажи придумаю, а он все равно остается у меня, этот стеллаж. Тот стеллаж, который самый дешевый в производстве. Сделать такой стеллаж, ребята, стоит всего лишь $200 вместе с разносами. Дешевое производство, вечные пластиковые разносы, минимальное потребление электроэнергии. На этом стеллаже, ребята, вот первый прототип. Раз, два, три, 4 полки. Здесь всего лишь, ребята, 8 ламп по 18 ватт. 144 ватта. Ребята, 144 ватта в час. Это, блин, меньше холодильника, чтобы вы понимали. Вот он, этот стеллаж. Это боевая машина, которая приносит 3 килограмма зелени в день налегке. И при этом потребляет минимум электроэнергии. И при этом дешевое максимальное производство. Понятное, простое. Да, здесь, ребята, ручной полив. Но здесь автослив, то есть вода сливается самостоятельно. Но при этом ручной полив, который занимает минимум времени вообще очень быстро. Полив стеллажа максимально простой, смотрите. Один, полили. Второй, полили. Третий, полили. Четвертый, полили. Все, ряд полит. Сколько ушло? 5 секунд максимум. То есть поливать очень быстро. И самое главное, во время полива мы постоянно проверяем растения. Что там с ними, как они там. Со стеллажом автополива, ребята, бывают косяки, что какая-то бочина, а ты ее не видишь долго, потому что, ну, все, автополив, все автоматически делается, не ходишь 3 дня. А там что-то случилось, что-то там наклонилось, перевернулось, подгнило, заплесневело, в общем. А тут, ребята мои, 2 раза в день поливают, а вот сейчас зимой мы 1 раз в день поливаем. И все время следят за каждым растением, потому что прикасаются к каждому, заглядывают в каждый. Плюс, что для среза здесь самая минимальная себестоимость. Почему я от него не избавляю, что он дает мне самый низкий себес продукции. Все очень просто, никакого грунта, никакого кокоса. Просто мы подкладываем коврик, вот смотрите, ткань, и на ней растет горох. Просто ткань, и на ней растет горох. Вот он уже пошел, вот уже готовый на срез. И нам не нужны мощные лампы. Нам надо, чтобы длинный был стебель, чтобы его можно было много срезать. Красивый, четкий стебель. И получается по килограмму гороха с каждого противня. А люцерна, вот смотрите, допустим, вообще растет без ковриков. То есть люцерна красотка, одна из моих самых любимых культур с нейтральным вкусом, просто растет без коврика. Просто семена и пластик. Этим противням уже некоторым, ребята, по 5 лет. Тут есть противня помеченные, уже со мной с фермы на ферму переезжают. И я недавно смотрю противень и понимаю, я эти пометки лично делал, когда у меня еще не было сотрудников, 5 лет назад. Вот эта люцерна станет вот такой завтра, а вот это через 2 дня станет вот такой. И вот такой. Это уже готовая, вот будем резать ее кубиками. Тут тоже килограмм люцерны, ребят, килограмм зелени. Вот она, красотка. Сейчас я в основном выращиваю люцерну, горох и пшеницу на витграсс. То есть витграсс тоже. Никаких ковров, никаких грунтов, никакой земли. Просто вот коврик красивый, он подрастает. Вот там уже большие, будем давить их скоро. И себе растет. Принцип системы, смотрите какой. Вот отверстие, видите? Отверстие. Здесь. На всех противнях у меня отверстия. Но в разное время, ребята, делались противня у меня. Разные сотрудники были. Кто-то вон такими слонячие отверстия делал. Но принцип один. Видите, в отверстие стекает водичка. И вот эта водичка стекает в такой желоб. То есть поняли расклад. Вон она течет. Вот, водичка потекла. И вот она, желоб по всей длине. Со всех противнечков водичка стекает. Вон, с каких-то капает. Видите, отверстия разного диаметра. Ну, принцип понятен, тут диаметр не сильно важен. Вот она пошла в общий желоб. Все из дешевого профиля. Он оцинкованный, он не ржавеет. Уже вот некоторым тоже... Тут стеллажи я разбираю, собираю. Если стеллажи уже по 5 лет со мной перемещаются. И они еще не поржавели. Они еще нормальные. Вот, это вот новый на 5 полок я делаю. Раз, два, три, 4, 5. Вот старый со мной уже перемещается. Вот этому стеллажу уже точно 3-4 года. И что, он нормальный. Он нормальный. Нигде не поржавел. Самый дешевый CD-шный профиль гипсокартоновый 60-й. Вон там какие-то водоросли образуются, но то фигня. Плюс этого стеллажа, что все сливается в канализацию. Видите, все
Ну, бывает, чуть-чуть протекает. Чуть-чуть надо подвинуть. Там по корням, видите, корни нарушают поток. Но то мелочи жизни. Оно капает сюда и в итоге скапывает со следующего уровня. Все равно скапывают в желоб. Вон капает, видите? Корни попрорастали. И по итогу все, ребята, уходит в канализацию. Ну вот мы тут сделали такие груши. Тут можно ведро поставить. В предыдущих версиях я ставил ведро сюда. И раз в день или раз в 2 дня набирается ведро. Вынести его не тяжело. И все, и пошло по трубе. И раз. Тут тоже такая же система. И в канализацию полетело. Все просто и понятно. Свет простой, дешевый, понятный. Блин, это, ребята, реальный боевик. Эти стеллажи не сам придумал. Я подсмотрел у ребят, которые выращивали витграсс у нас. Евреи выращивали витграсс. И евреи, ребята, придумали этот стеллаж так, чтобы подешевле, попроще, попонятней. Вот этот принцип противня, дырочек. Изначально этот стеллаж делался вот для пшеницы, для ячменя. А потом я попробовал микрозелень, люцерна, так же само. Горошек, так же само. Горошек, кстати, можно выращивать и без этой подкладки. Поняли? Сразу же на там корни у него, видите, какие вырастают мощные. Вот у гороха корни какие вырастают дебелые. Это реальный боевик. Вы можете дома себе сделать такой. Мы делали половинки. А так можно одну створку и один слив делать. То есть посмотрите, как оно все тут просто. Уже тут изолента кое-где. Ну на это не смотрите. Это все работает. Вот они, 2 слива. Вот она, центральная ножка, на которой все стоит. Все до боли просто, ребята. Реально, основная себестоимость этого стеллажа, это не УЦДшка, то есть тут банальщина. И лампы, видите, мы не используем специальные какие-то крепления для ламп. Тоже УДшка, в него в УДшку вставляется четко лампа. И получается вода, если капает сверху или что-то упало, УДшка как держатель получается для лампы. Как плафон, короче. И отражатель, мы ее даже чуть-чуть разгинаем вот так влево-вправо. Это реально боевик, ребята. Вот она пшеница, корешки. Корешки моются у пшеницы. Беленькие, четкие. Никакой плесени, никаких контактов вон там в глубине нету. Все четко, блин. Все четко. Вот она вот так вот на начальной стадии. Сейчас я покажу для тех, кто не понял, в чем речь. Вот она сплетается, видите? Сейчас где прорастают. И тут важный принцип у этого стеллажа есть, ребята. Турбонадув я его называю. Что такое турбонадув? Семена, когда прорастают, они разогреваются. И вот здесь, допустим, принцип турбонадува есть. То есть вот эти семена вот прорастают. Тут вот если рукой пощупать, тут тепло. Тут реально тепло сейчас. И это тепло поднимается вверх. Помогает прорастать быстрее этим семян. То есть мы можем распределять, когда мы хотим ускориться. Мы ставим сюда. И потом тепло поднимается вверх. Разогревает тут корешки вот тепленькие, тупо теплые корешки. И начинает быстро расти. А тут в прохладе как бы у нас. И не плесневеет, понимаете суть? И нижний полив мы делаем, всегда моем. Плюс его, почему его нельзя автоматизировать? Что надо проливать все противня. Вот на автополивах, на всех вот этих стеллажах, которые я сейчас там делаю, другие версии. Там вот тяжело сделать, чтобы стояло вот одновременно 3-4 этажа. Тут можно. Тут его мы максимально нагружали. У меня вот так везде по 3 стояло. 3. Видите, тут кое-где тройки сейчас появляются. Ну, короче, пандемия, рестораны реально начали меньше брать. Вот. И я вот с собой взял витграсс. Вот он, вот так вот. Витграсс вот так вот выглядит, замороженный. С этой пшенички вот мы отжимаем его. Я его пью, там есть разные варианты, конечно, разные красивые колбочки, упаковочки. И еще, мы не только ж выращиваем это. Вот, допустим, редиска растет. Тоже балдеет. Редисон, вот прорастают, видите, семена? Прорастают. Можно на джут садить, не обязательно на вот эту черную ткань. На лен, на джут, на бумагу, на любую. Вот уже такой редисон вырос. Что плохой редисанга, ребята? Офигенный. Офигенный редисанг. То есть мы редисанга выращиваем на нем. Обалденно себя чувствует. Вот редиска красная. Red Coral. Тоже на нем. Ну вот бывает, противня вот так вот лопаются. Но это когда ребята их неаккуратно кидают. Единственное, что может случиться с этим стеллажом, лопнуть противнечек. Горошек, пшеничка. Все балдеют вообще. Все довольны. Вот дырочки. Тут видите, потоньше дырочки, вот что я говорил. Ага, вот пшеничка прорастает.
Четко. Четко. Кондиционер, семнашка, 2 вентилятора, обдува, все, и вот тут эта комната. И тут 4 стеллажа. Видите? Все красиво, все понятно. Для тех, кто вдохновляется микрозеленью, еще не начал выращивать или уже выращивает и хочет поделиться своими впечатлениями со своими родственниками, детьми, привить эту тему, оздоравливаться, я советую набор для выращивания микрозелени «Студент-бакалавр». Здесь 16 урожаев. И если по 4 боксика кушать в неделю, выращивать по 4 боксика, то этого набора хватит на месяц, на 4 недели. Это интересное занятие. Тут есть QR-код, ребята, видите. По QR-коду сканируете, заходите в мой видос в YouTube по полочкам, как пользоваться этим набором. Делай раз, делай два, делай три. С детьми дома позаниматься супер. Родителям, взрослым выслать, сказать, что вот вам для иммунитета обалденная штука микрозелень, кушайте, радуйтесь, оздоравливайтесь. Родители начнут выращивать на окне, на подоконнике. То есть тут все просто. Тут есть кокос, есть коврики, есть боксы, есть семена, перекись водорода, эпин для старта семян, фитоспорин для защиты. То есть качественные семена, энергетика зеленая шефа, добрая, понятная. Не пожалеете, купите подарок на Новый год. Это крутой подарок, реально, не какая-то побрякушка. Это, во-первых, люди оздоровятся, во-вторых, узнают, как прорастают, что такое проростки, вот особенно дети. И в-третьих, будут заниматься, то есть это как домашнее животное. Ты каждый день заглядываешь, смотришь, там, как там что-то проросло, как там они проросли, типа вот как я заглядываю сюда. Так, люцерна сплелась корнями. Так, люцерна уже подросла. Люцерна уже большая. Ай-яй-яй, сейчас будем ее кушать и наслаждаться. То есть примерно все то же самое. По всему СНГ, zelenyshev.rf, zelenyshev.ukr, 2 наших сайта обрабатывают полностью всю СНГ, любую страну. Посылаем в любые точки. Это лучший подарок, который вы могли подарить. Просто бомба. Впечатлений будет море, и вам еще будут долго говорить про этот подарок. Блин, ну тот подарок был крутой. Реально, мы там выращивали микрозелень, кушали, потому что я людям дарил, и я знаю, ребята. Мне потом столько спасибо говорят про этот набор. Кто уже продает, ребята, микрозелень, сейчас надо будет напрячься. С 20-го начнется рванина, начнутся корпоративы, все будут заказывать микрозелень. Все будет разлетаться. Я сейчас начал усиливать посадки. Сейчас у меня буквально за неделю эта комната будет полная. Вот эти все полочки, которые не заняты, они будут полные, потому что мы сейчас делаем двойную посадку. Мы начали делать ее 13 числа и будем делать по 23 число. Потому что растет она примерно 7 дней. И вот у нас 20-го будет двойная выдача микрозелени. И по 1 число она у нас будет. То есть 23-го мы последний раз сеемся вдвойне. И все, и потом будет спад, потом мы начинаем уменьшать. Даже будем чуть-чуть меньше сеять, чем сейчас, на процентов 20-30. То что в первых числах января будет спад работы. Поняли, ребята, да, расклад? То есть с 13-го усиливаемся, 23-го прекращаем усиление и даже чуть-чуть уменьшаемся. Чтобы у нас с 20-го по 1 было много зелени, потому что рванина будет страшная. Первые года я обсирался, не мог дать клиентам то количество зелени, которое они хотят. В общем, ребята, вы лучшие, микрозелень вперед, Зеленый шеф с вами. Спасибо за обзор, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Лайк можете не ставить, лучше напишите комментарий, с какого вы города, чтобы я знал, откуда мои подписчики, какая локация у вас, какой город, село. Делитесь впечатлениями про выращивание микрозелени.